Так, друзья, всем привет! В данном ролике хочу рассказать про горелку мультитопливную «Следопыт Огонь Прометея». Вот такая вот горелочка. Эта горелка используется как с бензином, так и ее можно подключить на газ. Главное ее достоинство в том, что ее можно использовать на бензине. Я много лет использовал вот такую горелку Кавеа. Тоже я использовал ее на газу. Вот. Но сейчас, во-первых, газ достаточно дорого стоит. И плюс газ не всегда можно купить, а бензин всегда с собой есть. Соответственно, очень значительно себе облегчить жизнь с точки зрения приготовления пищи. Сейчас я покажу, из чего состоит горелка, и потом я уже покажу, как она работает. Данная горелка является копией горелки Кавеа Booster Plus 1. У данной горелки очень много китайских всяких копий на Алиэкспресс. Данная горелка я купил в районе 7000 рублей. На Алиэкспрессе такую горелку можно купить 1000 за 4. В комплекте идет вот такой баллон под топливо. Сюда можно использовать бензин, очищенный бензин. Я использую вот такой бензин Галоша, очищенный. Также я бы применяю вот такой бензин просто вот заправки 92-й. Да, он немножко коптит, но использовать его тоже можно. Вот. Очищенный бензин, конечно, лучше вот такой вот. Да, но он стоит вот 300 рублей, вот этот баллон. Соответственно, емкость. Так, вот такой насос для подкачки. Вот такой шланг, он идет, его можно накрутить на баллон, соответственно, горелка будет работать на газу. Принцип работы горелки очень такой интересный, соответственно, поступает бензин по этой трубочке, он разогревается и превращается в газообразную фракцию, и, соответственно, он горит уже как газ. Никакой вони и копоти нету, копоть происходит только сначала, когда горелка запускается. Соответственно, дальше в комплекте также идет вот такой чехол. Идет небольшой вот такой ремнаборчик, колечки, поршень для насоса и форсунка запасная. Также идет вот такой вот маленький наборчик для прочищания горелки, ключики там, ну, удобно тоже. Все это в чехле. Она складывается достаточно компактно. Ну, вот так вот складывается и убирается в чехол. Все помещается вот в эту сумочку. Так, давайте я покажу, как работает горелка, и мы уже увидим все нюансы ее запуска. Соответственно, чтобы нам горелку запустить, нужно накрутить шланг. Накручиваем шланчик. Так, если мы хотим использовать газ, сюда надеваем газовый баллон. Я сейчас могу показать, как работает на газу горелка. Вот можно через такой переходник накрутить вот такой переходник сюда. Накручиваем переходник и одеваем газовый баллон. Вот самый дешевый газовый баллон, который цанговый, который есть в продаже. Так, все, газовый баллон я надел. Дальше берем, открываем немножко газку. Сейчас, пока газ не раскалился, вот, трубочка начинает разогреваться, и сейчас трубка прогреется, и будет уже вот. Так, это работа горелки на газу. Сейчас я ее закрою и будем запускать на бензине. Так, для запуска на бензине, конечно, здесь все посложнее. Заправляем топливо, надеваем насос. Так, надеваем насос. Надеваем насос с баллоном, прикручиваем к шлангу. Так, все прикрутили, затянули. Делаем несколько качков, чтобы создать давление. В процессе работы подкачивать практически не нужно. Так, иногда просто приходится подкачать, если горение плохое. Все, дальше. Открываем немножечко топлива. Даем немножко топлива в саму горелку.
И поджигаем. Так, пока горелка не прогрелась, она коптит. Дальше по мере прогрева вся эта копоть уйдет. То есть надо немножко подождать, пока горелка прогреется. Я сейчас использую обыкновенный бензин, поэтому она прогревается немножко дольше. Если использовать очищенный бензин, то прогрев происходит значительно быстрее. И она перестает коптить быстрее. Ну вот она прогрелась. Все, никакой копоти, никакой гари. Отлично работает. Так, ставим чайничек. И ждем, когда он закипит. У данной горелки отсутствует пьезоподжиг. То есть вот у этой горелки есть пьезоподжиг. Здесь приходится использовать зажигалку, либо спички. И также эта горелка достаточно шумная. Плюс у нее много разных узлов, приходится за ней ухаживать. То есть иногда приходится почистить. Также рекомендую использовать вот такой защитный экран. Он значительно ускоряет процесс закипания и экономит топливо. Даже экран можно использовать даже в безветренную погоду. Еще данная горелка позволяет не экономить на топливе. То есть вот мы сейчас яишенку пожарим, можем макарошки сварить. Потому что газа на все не хватит, а бензина всегда с собой полно. Поэтому к минусам данной горелки является то, что ее очень сложно регулировать. То есть она минимальное горение очень тяжело поддерживать. То есть она работает практически всегда достаточно мощно. Если надо что-то подогреть, тогда данная горелка не подходит. Самый главный плюс этой горелки — это то, что мы не экономим на топливе. Мы не думаем, хватит нам, не хватит. Взяли с собой там литр бензина, и литр бензина можно 5 дней его... Вот мы сейчас были здесь 3 дня. За 3 дня я не смог выжечь пол-литра бензина. Хотя мы жарили рыбу, постоянно ставили чайники, там всякие кашки, дошираки. Вот. И пол-литра хватает дня 3 дня вот на 2 человек. То есть, если ехать там на неделю, даже на неделю может даже хватить литра. Ну, там, в крайнем случае, берете с собой 2 литра, и вам хватит там дней на 10. Все, всем спасибо за внимание. Что знал, рассказал. В общем, данная вещь очень удобная. И для рыбаков, охотников, походников это отличный девайс.